Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео мы будем менять подшипники барабана и, возможно, крестовину на стиральной машине фирмы Candy. Марка стиральной машины CNE89T. И посмотрим, что же с ней случилось. Покрутим барабан. Он шатается, живет своей жизнью. Что говорит о поломке, скорее всего, крестовины. Ну и подшипников. Будем разбирать и смотреть, что случилось. В первую очередь с помощью шестигранной головки откручиваем два болта крепления верхней крышки. Теперь сдвигаем крышку от себя, и она легко выходит. Теперь вынимаем приемник порошка. Слегка выдвигаем ее и нажимаем в центральной части фиксатор для того, чтобы снять. Теперь откручиваем болты крепления передней панели управления. Они находятся слева и справа. И аккуратно отстегиваем переднюю панель. Теперь отсоединяем тягу подачи порошка. Теперь снимаем здесь пружинку в этом углу и выводим из зацепа пластмассовой части эту тягу. Теперь разбираем ручку переключения режимов. Поджимаем слегка зажимчики. И она выходит. Откручиваем центральный болт крепления. И снимаем все остальное. И откручиваем два болта крепления переключателя. Болты здесь большие, большими шляпками. Теперь вынимаем переключатель и отключаем его от своего разъема на шлейфах. Вот он снят. И отключаем контакты платы управления. Откручиваем плату. И соединяем все разъемы от нее. И отсоединяем все разъемы от кнопок управления. Теперь отсоединяем порошкоприемник от своего разъема. И откручиваем его от корпуса. Ключом на 13 откручиваем верхний противовес. И отсоединяем приемник порошка. Откручиваем заднюю крышку. Теперь снимаем ремень привода барабана.
Отсоединяем все разъемы питания тена и термодатчика. И головка на 10 откручиваем 2 болта к креплению двигателя. И вынимаем двигатель на себя. Вот он имеет такой внешний вид. И соединяем от бака шланг слива воды. Откручиваем хомут. Здесь очень много грязи. Теперь снимаем стопорное кольцо уплотнителя резинового. Здесь внизу есть такая пластмассовая фиксаторная часть. Ее нужно расщелкнуть. И после этого все снимется. Тянем сильно. И вот она выходит. Здесь такой фиксатор. Заправляем внутрь резиновую часть. И аккуратно вынимаем бак вверх. И теперь можно открутить передний противовес. И аккуратно убираем его. Теперь необходимо разобрать бак. Как видим, бак не клееный, что заметно облегчает работу. С помощью головки на 8 раскручиваем все болты по периметру бака. И можно разбирать бак на 2 части. Сам барабан в баке шатается, поэтому посмотрим, как он вынимется. Он вынимается легко, и здесь видно, что все разрушено. И крестовина требует замены. Теперь необходимо открутить эту гайку, которая фиксирует шкив барабана к валу крестовины. Для этого я с помощью такой деревянной ручки застопорю шкив и начну откручивать гайку вала. Очень туго идет. Накипело, ну, пошла. Гайка имеет такой внешний вид, резьба здесь правая. Берем деревянную прокладку и с помощью молотка начинаем выбивать вал со шкива. Теперь, используя такой небольшой съемник для подшипников, я сниму шкив с вала барабана. Он очень прикипел, поэтому его так просто не снять. Очень туго идет. Вот он снят. Шкив еще в хорошем состоянии и замены не требует. Теперь необходимо с помощью аналога смазки ВД-40 смазать контакт подшипника со шкивом. Вот прошло 10 минут. Я воспользуюсь такой деревянной проставкой. Положим ее на вал и с помощью молотка будем небольшими ударами выбивать. Вот вал вышел. Здесь видно остатки крестовины. Вот втулка бронзовая, которая стирается обычно, посмотрим на ее состояние. Состояние у нее еще удовлетворительное, и вода сюда не попадала. Значит, проблема была в жесткости самих крестовин. Как видим, подшипники еще не имеют износа, большого люфта. Необходимо только заменить этот сальник и заново смазать герметиком.
На барабане необходимо выселить заклепки, которые держат остатки крестовины, и заменить крестовину в сборе. Теперь в эти оставшиеся отверстия будут крепиться специальные заклепки или же нержавеющие болты. Теперь осталось заменить крестовину, сальник подшипников, и можно собирать все в обратном порядке. Вы посмотрели видео о том, как разобрать и снять барабан стиральной машины фирмы Kandi CNE89T. Но принцип снятия везде одинаковый. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.